Странное и неожиданное землетрясение поразило сельскохозяйственные угодья Чарльза. Нечто невиданное в этом тихом регионе. Здесь землетрясения просто не происходили. Но когда Чарльз поспешил осмотреть ущерб, он обнаружил нечто гораздо более страшное, чем треснувшую землю. Огромная воронка разорвала одно из его полей, обнажив туннель под землей. А когда он вместе с другом спустился внутрь, события становились все загадочнее. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Лайк», подпишитесь и включите уведомления, чтобы никогда не пропустить наши будущие видео. Чарльз прожил на этой земле всю свою жизнь. Как и его отец и дед до него, он знал каждый столб и клочок почвы. Ферма с ее широкими полями и старыми амбарами передавалась в семье из поколения в поколение. Его дни были предсказуемы. Он ухаживал за кукурузой и свеклой, поддерживал хозяйство и наслаждался спокойным ритмом сельской жизни. Здесь никогда ничего не менялось, и Чарльз верил, что так будет всегда. Но эта вера была разрушена. Одним ранним утром он точно помнил время. Глубокий грохот разбудил его. Сначала он подумал, что это гром, но когда кровать начала трястись, а стены задрожали, он понял, что это нечто иное. Этот момент ознаменовал конец всего привычного. Это был не шторм, это было землетрясение. Для Чарльза это не имело смысла. На этой земле не должно было быть землетрясений. Он сел, сердце бешено колотилось, он не знал, что делать, пока дом продолжал дрожать вокруг него. Конечно, тут могли быть торнадо, но землетрясения нет. Дрожь усиливалась, и Чарльз выпрыгнул из кровати, действуя по инстинкту. Земля гудела глубоким урчащим звуком, который он ощущал в груди. Дом стонал. Старая древесина напрягалась от толчков. Казалось, что сам дом борется, чтобы не рухнуть, и этот звук пугал его больше всего на свете. Секунды тянулись словно минуты. Чарльз держался за каркас дома, пока новые толчки продолжали качать пол под ним. Наконец грохот прекратился, но тишина, которая последовала, была не менее тревожной. Он прошел через разрушение в своем доме, мимо сломанной мебели и разбитых реликвий. Крыша была повреждена, трещины расходились по веранде и уходили в поля за ней. Воздух снаружи пахнул странно. Влажная земля смешивалась с острым химическим запахом. Чарльз шел по трещинам, пока они не привели его к огромной воронке прямо посреди его поля. Без колебаний он позвонил соседу и лучшему другу, Тому. Если кто и мог помочь разобраться в этом, так это он. Когда Том приехал, он с изумлением смотрел на зияющую яму. Деревья, которые когда-то стояли высоко, теперь валялись скомканными на дне. Странные красные слои пересекали почву, словно светящиеся жилы. Том опустился на край, зачерпывая землю. Она была теплая на ощупь, что было неестественно, поэтому они двинулись к южному краю провалины, где земля спадала вниз, словно пандус. Это почти выглядело как вход. Чарльз колебался, но решил, что им необходимо узнать, что там внизу. Осторожно двое мужчин спустились. Земля под их сапогами смещалась. Внизу в нос им ударил сильный запах серы. Что-то было не так, очень не так. Запах становился гуще, обволакивая их, словно влажная ткань, сильный, сернистый и цепляющийся за каждый вдох. Воздух становился теплее и тяжелее по мере того, как они продвигались глубже в туннель. Их сапоги хрустели по гравию и рыхлой земле. Туннель был широким, почти 5 метров в ширину, с потолком достаточно высоким, чтобы стоять прямо. Его зазубренные стены были покрыты красной почвой и странными черными жилами, которые слабо пульсировали в луче фонарика. Метки на стенах не были случайными. Прямые линии и борозды шли в намеренных узорах. Глубже туннель слегка расширялся. По краям лежали разбросанные обломки, рыхлый камень, спутанные корни и что-то металлическое, наполовину зарытое в землю. Туннель не казался нетронутым. Кто-то или что-то побывало там до них. Запах серы становился сильнее с каждым шагом, жег нос и заставлял глаза слезиться.
Туннель мягко изгибался, ведя к частичному обвалу потолка. Это был небольшой обвал, но достаточно, чтобы вызвать тревогу. Над головой те же странные красные кольца в земле снова намекали на нестабильность. С потолка постоянно капала вода, скапливаясь вокруг их сапог. Это еще не было наводнением, но постоянное копание предупреждало о возможной опасности. Южнее участка близко протекала река. Если туннель тянулся так далеко, полный прорыв мог стать катастрофой. Под ногами образовывались мелкие лужи, покрытые желтоватой пленкой, которая переливалась словно масло. Запах становился гуще, и воздух дышать становилось тяжелее. Пленка источала химический запах, гнилостный и неестественный. Они присели, чтобы осмотреть ее поближе. Маслянистая пленка резала нос, жгла их легкие. Это был не просто провал. Туннель уходил далеко в темноту, слишком далеко. Что бы это ни было, это часть чего-то гораздо более большого и гораздо более опасного. Туннель простирался не только под землей Чарльза. Он тянулся на мили, возможно, даже дальше. Он был слишком широким, слишком глубоким, слишком идеальным, чтобы быть природным. Что-то вырубило его в боковой пещере. Они нашли обожженные деревянные балки, зарытые в землю. Одни были почерневшими от огня, другие — расколотыми. Присутствие древесины было тревожным. Это выглядело как поддерживающие конструкции, установленные намеренно. Одна из балок имела бледные отметины. Буквы выжжены на поверхности. Видна была только часть МЛБ-КО. Остальное было нечитаемо, стерто временем или огнем. Но этого было достаточно. Кто-то был здесь, кто-то построил это. По мере того, как они двигались глубже, земля менялась. Почва становилась темнее, влажной, местами даже черной. Неглубокая лужа слегка пузырилась, намекая на наличие газа прямо под поверхностью. Запах серы, смешанный с резкими химикатами, становился почти невыносимым. И тогда они увидели это. Ржавая труба разломана, из нее вытекала густая черная жидкость, окрашивавшая почву, как чернила. Она тянулась вдоль стены туннеля, спрятанная под землей. Что бы это ни было, оно не должно было находиться под фермой и уж точно не было безопасным. Они последовали за трубой недалеко, проходя мимо разбросанных металлических обломков. Теперь все становилось ясно. Вся эта система была построена. Это не было случайностью. Ум Чарльза работал на пределе. Использовалась ли его земля без его ведома? И с какой целью? Чем дальше они шли, тем хуже становилось ощущение. Стены туннеля стали влажными, постоянно капали. Воздух был горячим и душным. Потом они услышали звук. Тихий, низкий гул, эхом разносившийся по туннелю, механический, ритмичный. Вибрация становилась сильнее с каждым шагом, пульсируя под ногами. Место не было заброшено. Там что-то еще было активно. Напряжение нарастало. Они не произносили это вслух, но оба чувствовали одну и ту же тревожную правду. Они были не одни. В конце концов они остановились. Туннель тянулся бесконечно вперед, но с последним взглядом они повернули обратно. Они вернутся, но не без подготовки. Пока они шли назад, их мысли не давали покоя. Выгоревшая балка с инициалами МЛБ была первой веской подсказкой. Может быть, это была компания, а может, прикрытие. Они шли осторожно, стараясь избегать рыхлой земли. Запах серы по-прежнему держался на их одежде. Сапоги оставляли глубокие следы на полу туннеля. Приближаясь к выходу, мысли Чарльза кружились. Инструменты, течущая труба, скрытая структура. Ничто из этого не принадлежало земле под его фермой. На краю склона он оглянулся назад. Этот туннель был не просто дырой. Это была дверь в давно зарытые тайны. Теперь эти тайны были раскрыты. Они поднялись на поверхность. Одежда и лица были испачканы землей. Запах серы висел в воздухе, как невидимое предупреждение. Они не заметили, что прилипло к их сапогам, но должны были, что-то другое вышло вместе с ними. Чарльз и Том молча шли к дому, их сапоги хрустели по гравию. Утренний свет становился ярче, но это мало облегчало напряжение в воздухе. Их мысли носились слишком быстро для слов.
Наконец, Чарльз заговорил. Им нужно было выяснить, кто или что такое MLB. Том кивнул, думая то же самое. Старые документы на Землю могли дать ответы. Может, раньше здесь работала какая-то компания, но Чарльз прожил здесь всю жизнь, и никто никогда ничего не говорил. Если что-то происходило под его ногами, то это было сделано тайно. Вдруг раздался гул, глубокий и низкий, вибрирующий сквозь землю, как подземный гром. Оба замерли. Звук нарастал, превращаясь в сильную дрожь. Внезапный оглушительный взрыв раздался в воздухе. Земля задрожала под ними. Чарльз резко повернулся, сердце бешено колотилось. Дым вздымался в небо на дальнем краю поля. Деревья вдоль горизонта качались, наклонялись и затем исчезали в земле. Пыль и обломки заполнили воздух, заслонив утреннее солнце. Чарльз смотрел на разрушение, сжав кулаки. Это было не просто незаконно, это было безрассудно и опасно. Среди вихря пыли красный обрывок бумаги, похожий на листок, опустился вниз. Буквы, напечатанные на нем, заставили его сердце сжаться. TNT. Это был не природный обвал. Это был взрыв. Выражение лица Чарльза потемнело. Кто бы ни был MLB, они взрывали туннели под его землей. Вероятно, они делали это давно, тихо повреждая и разрушая почву под ногами. Разъяренные, они направились к дому Тома. Чарльз крепко сжал красный обрывок. Они не могли пойти в полицию только с этим. Им нужны были настоящие доказательства, документы, карты, что-то, что связывало MLB напрямую с туннелем. Они не собирались отступать. У двери Том снял сапоги, затем замер. На подошве была густая черная субстанция. Это была не земля. Это была липкая, похожая на деготь масса, упрямо цеплявшаяся за протектор. Что-то вернулось с ними. Что-то, чего они не заметили раньше. Густая черная субстанция на подошве была нефтью. Чарльз подтвердил это быстрым прикосновением и принюхиванием. Жирный остаток не вызывал сомнений. Том быстро забил в телефон запрос, и появилось имя — Midland Land Boring Company, известная деятельностью по добыче нефти и газа с историей незаконного бурения. Все совпадало. Кто-то использовал землю Чарльза без разрешения, и теперь земля рушилась из-за повреждений. Полной решимости они быстро собрали перчатки, банки и фотоаппарат. Вернувшись в туннель, воздух был еще тяжелее, насыщен более сильными запахами серы и нефти. Они снова нашли протекающую трубу, собрали образцы черной жидкости и сделали фотографии окрашенной почвы и ржавой инфраструктуры. Каждая деталь могла стать доказательством. Пока они работали, в глубине туннеля засияли слабые мерцающие огоньки. Они осторожно двинулись в их сторону, держась ближе к стене. Свет усиливался, открывая огромную машину, качающую нефть через потрескавшиеся трубы. Рабочие в синих комбинезонах переходили от панели к панели, сосредоточенные и не подозревавшие, что за ними наблюдают. Операция была активна и теперь раскрыта. Руки Чарльза дрожали, когда он делал снимок за снимком машины, ржавых труб и рабочих в форме MLB. Они работали молча, сосредоточенно собирая доказательства. Когда собрали достаточно, они осторожно отступили и выбрались из туннеля. Следующая остановка — полицейский участок. В участке шериф ознакомился с доказательствами, фотографиями, образцами нефти и видео. Осознав серьезность дела, он сделал несколько звонков. Через несколько часов на ферму Чарльза прибыли вооруженные офицеры. Под руководством Чарльза и Тома они спустились в туннель и обнаружили, что машина еще работала. Рабочие были задержаны при исполнении. Никто не сопротивлялся. Некоторые даже раскрыли имена своих начальников. Истина быстро раскрылась. MLB незаконно бурила сотни лет, воровала нефть и разрушала землю. В течение нескольких дней руководителей компании арестовали и увезли в наручниках. Чарльз наблюдал за тем, как грузовики уезжали, загруженные изъятым оборудованием и арестованными рабочими. Оборудование компании конфисковали, туннель запечатали, а почву, испачканную нефтью, тщательно очистили.
Берега реки, которые когда-то были под угрозой, теперь крепко укреплены. Следователи подтвердили масштаб ущерба. Посевы Чарльза были уничтожены, но он получил полное возмещение ущерба. То, что раньше было полем страха и разочарования, теперь защищено и восстановлено. Спустя год земля залечилась лучше, чем кто-либо ожидал. Красная почва, когда-то испорченная нефтью и серой, обогатила землю, словно удобрение. Его пчелы роились и процветали, как никогда раньше. У края поля ветер трепал пышную зелень розы. Кошмар остался позади. Хотя его наследие было потрясено, оно не было разрушено. Земля снова была его, и она процветала. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилась история, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить удивительные рассказы, подобные этому.